Всем привет, это Большая Камбоджа, Александр. Сегодня очень интересный выпуск о недвижимости. И сегодня я вам расскажу об очень интересном проекте, который называется Urban Village. Пойдемте посмотрим. Да, еще вам должен представить Евгения. Здравствуйте. Да, Евгений будет заниматься тоже этим проектом, ну и многими другими, которые представлены на нашем сайте. Поэтому вы должны тоже Евгения знать лицо поближе. Но многие тоже его знают по прошлым роликам, но не о недвижимости. Итак, друзья, давайте я вам расскажу об этом очень таком интересном проекте. Гонконгская компания с 92 года существует. В Камбодже здесь занимается производством одежды и в то же время еще занимается строительством. Ну давайте, друзья, начнем с этого здания. Вот такой комплекс из 4 зданий. Максимальная высота 60 этажей. Вот мы сейчас вот здесь его поближе посмотрим, потому что здесь будет более подробно вам я смогу об этом все рассказать. Первых 4 этажа это будет парковка. Потом здесь получается, здесь наверху будет огромный сад, будут бассейны. Будет очень большая красивая зона для отдыха жителей. И вот здесь, вот смотрите, какая очень интересная конструкция на макете. Показана, что вот здесь по центру зданий вот будет такая открытая зона, открытое такое пространство. И в этом открытом пространстве будут сады, зоны барбекю, зона для отдыха. Очень, кстати, интересно. Я в Гонконге был, но вот такого конкретно проекта с пробитым, как говорится, пускай я грубо говорю, с пробитым, таким моментом я не видел. Итак, друзья, вообще немножко информации о том, что здесь в общем представляет всю эту инфраструктуру. Значит, здесь большая площадь под офисы, которые находятся на первом этаже. Они в большей степени похожи на коворкинг. Я вам чуть позже их вам покажу. Значит, здесь также есть очень много что для детей. Здесь есть батутный парк. Здесь есть много спортивных сооружений. И баскетбольная площадка. И для того, чтобы кататься на скейте, скейт-парк. Вот смотрите, вот это вот просто такой макет, и, соответственно, на макете все это показано сверху. Также здесь очень много всяких ресторанов, всяких разных кафешек. Здесь проходят, кстати, мероприятия. Вот здесь вот в этом месте проходили, кстати, бои. Если вам было это интересно, были боксерские бои, я тоже это снимал, это тоже есть на канале. Да, еще забыл сказать, на крыше этих зданий еще будет джакузи. Какое-то воздушное джакузи, которым тоже могут пользоваться жильцы этого дома. Значит, давайте я вам покажу сейчас локацию. Здесь она указана у них. Значит, вот здесь находится деревня, да. Нам, вот я сейчас до центра ехал, но буквально 10 минут отсюда. Ну, понятно, я ехал с утра, тут в этом направлении пробок особых нет. А и он здесь третий. Отсюда будет до нового аэропорта уже такая быстрая дорога, то до нового аэропорта достаточно быстро, я думаю, можно будет доехать, я думаю, минут за 30. Вот, кстати, особенности постройки таких домов. Все-таки, хоть и гонконгская компания, это в то же время является китайской. Вот видите, у них здесь такой вот в проекте будет, чтобы туда дракон мог пролететь. Всегда это мне тоже, знаете, как интересовало. Думаю, что такое вот, почему такие вот, скажем так, дырки, если проще. Пускай я даже грубо сказал, но такие дырки, но на самом деле это вот на удачу делаются такие вещи в зданиях. Вот, смотрите. Так, когда покупает человек квартиру, он бьет вот эти яйца, ударяет в гонг. И вот они тут сколько вот они уже продали. Как видите, здесь вот собирают все эти проданные квартиры с этими яйцами. Так, ну ладно. Сейчас мы пойдем посмотрим шоурум. И расскажу вам про цены, сколько что стоит, какие планировки и так далее. Сейчас тоже посмотрите. Вот, друзья, еще хочу вам показать такую вот фотографию. Дизайн-проект вот этого всего. Как это все будет выглядеть. Ну, потрясающе красиво. Здесь в передней части будут и магазины всякие разные. Ну, короче, здесь инфраструктура вообще полнейшая. Ну, бассейн вообще красиво. Очень круто. Очень крутое такое тропическое здание, прям везде. С растениями и деревьями. Итак, друзья, студия. Гросс. Это получается, вот многие, кстати, спрашивают. Здесь, как правило, в Азии гросс вот получается вот так вот полностью идет.
Такой обхват, и плюс они еще захватывают чуть-чуть коридора. Это получается 45 метров. По факту, если внутри все измерять, если это внутренний размер, это будет 3-4 квадратных метра. Итак, друзья, вот такая студия без мебели, только, соответственно, с кухней, с туалетом, вот таким. Соответственно, здесь тоже будет раковина. Она будет стоить около 60 тысяч долларов, все в зависимости от этажа. Но если вы оставляете эту мебель, вот эта мебель, соответственно, будет кондиционеры, телевизор, вот все как есть, то она будет стоить около 80 тысяч долларов, потому что тогда не будет действовать скидка 20%. И еще какой тут один большой плюс. Они 2 года, если вы покупаете с мебелью, дают гарантированную сдачу в аренду. Ну, короче, гарантированно вам платят 8% от стоимости. Поэтому тут тоже, кстати, можно посчитать, тоже очень интересный вариант. Поэтому тут нужно как бы понимать, либо вы, если сами хотите это себе оставить, либо это вы хотите купить уже с мебелью, и тогда вам будет платить 2 года, но 8%. Вот такой интересный вариант. Ну, пойдемте посмотрим другие апартаменты, какие есть. Итак, друзья, вот очень тоже интересная планировка, короче, лофт. Это такой дуплекс на 2 этажа. От 161 тысячи начинается этот дуплекс. Значит, они могут сделать, чтобы был наверху офис, либо могут сделать, чтобы просто была обычная спальня. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Тоже 1800 квадратный метр. Вот такой здесь, значит, еще шоурум. Здесь такой выход получается у них на балкон. На балконе будет стоять стиральная машина. Такая вот интересная. Вот такой интересный санузел. Тоже здесь так все интересненько. Ну так, компактно, очень компактно. Вот здесь на 1-м этаже. 83 квадратных метра. Ну реально 79, это гросс 83. И пойдемте посмотрим 2-й этаж, как он здесь выглядит. Такая лестница интересная. Здесь такая небольшая спальня. Да, спальня маленькая, в любом случае это как азиатского такого плана. Спаленка. Здесь, соответственно, есть тоже санузел. Тоже небольшой, но вполне можно поместиться. И здесь такой вот есть, так здесь убирают. Здесь такая вот небольшая спальня. Так, здесь, кстати, спальня чуть побольше. Ну, в общем-то, тут спальня, кстати, неплохая по размеру. Здесь у них будет такое стекло. Так, и также вот, соответственно, можно будет покупать и с мебелью, и без мебели. Вот, друзья, следующий вариант. Вот 90 гросс у них и 86 метров. Начинается от 191 тысячи. Это Royal Deluxe Suite. Давайте посмотрим. Вот такая миниатюрная здесь обстановка. Ну что, начнем тогда с санузлов. Так, здесь у нас не санузел, здесь у нас такой небольшой балкончик. Ну, там, наверное, можно будет машину поставить, стиральную. Есть такая комната на 1-м этаже. Тоже балкончик есть, в котором можно будет либо находиться, либо что-то размещать. Так, пойдемте на 2-й этаж. Есть такая вот обеденная зона. Небольшая такая, как типа как бар, такой небольшой стол. Пойдемте наверх, посмотрим, что здесь. Здесь такая большая спальня. Открытый гардероб. Так, и здесь вот они говорят, что они устанавливают, соответственно, джакузи. Такая будет джакузи интересная. Маленькая, правда. И в каждом будет вот такая сауна. Ну, наверное, все-таки на одного человека, не на 2. Туалет. Сантехника очень хорошая. Очень мило. Очень мило. Прям интересно. Здесь все такое интересное, дизайнерское.
Но многие, наверное, опять будут говорить, что все-таки это что-то маловато. Но гонконгская компания. В Гонконге такие площади все, они привыкли к таким планировкам. Так, ну а мы идем дальше. Тоже очень интересный дуплекс. Мне понравился, ну, конечно же, как бы такой он, компактный, миниатюрный. На одного, на двух человек. Ну, тут, как говорится, одна спальня всего. Трехкомнатный апартамент. Гросс 111. Нет 90 метров. 214 тысяч долларов. Так, ну здесь у нас, соответственно, большая комната-гостиная. Здесь у нас кухня. Такая вот она здесь, конечно, немножко узковатенькая. Здесь, соответственно, будет на балконе стиральная машина стоять. Небольшая кухня, конечно, ну, в общем-то, в таких квартирах они все примерно такие же одинаковые. Стол. Здесь диван. Ну, на самом деле, вот эта комната достаточно просторная, я так могу сказать. Балкон, соответственно, тоже есть. Смотрите, как она выглядит. Трешка. Ну, давайте смотреть дальше. Здесь такая небольшая комната, я не знаю, что здесь, наверное, можно. Ну, здесь, наверное, можно, кстати, и кровать установить, но это типа у них какая-то, типа, как по проекту, типа какая-то полудетская или комната для отдыха, так называемого. Так, здесь, соответственно, первый туалет. Раковина такая здесь открытая. Туалет, душ. Здесь небольшая комната. Тоже здесь такой шкаф. Там такой небольшой диванчик у балкончика. Точнее, не у балкончика, а у окна. Ну, это мастер-бедрум. Ну, конечно, здесь вот, если будет классный вид, здесь вообще вот... Да, тут интересное решение, я так могу сказать, я такого решения мало где видел. Такой угловой получается у них. И диван вместе с этим окном. Шкаф, соответственно, и здесь санузел небольшой, небольшая раковина. Так, ну интересный вариант, вот этот интересный такой, 216 тысяч долларов стоит такой апартамент. Итак, значит, вот у нас шоурум дальше, двухкомнатные апартаменты, 78 гросс и 60 нет. Сколько ты сказал, Жень, стоит? 160. 160 тысяч. 160 тысяч. Значит, смотрите, ну такая большая. Вот это, кстати, вот мне нравится планировка, потому что здесь как бы все открыто, такое открытое пространство, посмотрите. Здесь гостиная, потом дальше идет балкон. Ну вот у них такие вот открытые раковины, да? Такая интересная. Интересно, почему так делают. Наверное, просто экономят пространство, да. Так, здесь такая вот небольшая комната. Тоже вот это вот у них диванчики такие около балкона. Ну, это что-то наподобие детской. Здесь санузел. Нормально, в санузле есть место. Ну, только что вот раковина немножко вынесена. Вот это мне не особо. Вот лично, это мое личное мнение. Ну, хотя, это у азиатов у них здесь так. И здесь вот еще одна комната. Но эта комната побольше. Здесь тоже вот эти у них тоже будут окна. Все это как по проекту. Здесь тоже можно будет у окна сидеть. Вот это, кстати, вот это мне очень нравится вот в этих вот квартирах, то что вот у окна так вот можно сидеть. Я, кстати, когда в Китае жил, то у китайцев часто такое есть. В Гонконге я не жил, хотя это компания гонконгская, но все равно все китайцы. Так, и здесь еще у нас что есть? Здесь еще есть такой вот балкончик, и на этом балкончике будет стиральная машина. Вот здесь будет стиральная машина. Да, везде, кстати, очень большой плюс, что для стиралок всегда места на балконе. Вот это очень-очень, кстати, удобно. Вот такие двухкомнатные апартаменты. Да, 60 квадратных метров здесь точно есть. Итак, друзья, вот посмотрим однокомнатные апартаменты.
Гросс 54, нет 44, стоит 108 тысяч долларов. Значит, здесь заходим, такая комната большая. Здесь сразу у нас такая кухня. Кухня получается как бы изолирована. Вот так вот сделана кухня. Здесь отдельно готовишь. И здесь у тебя, опять же, что говорю, что очень удобно, что у них все стиралки всегда стоят на балконах. Так, смотрим дальше эту комнату. Балкон. Ну, обычно такая. Ну, вот, опять же, вынесена раковина, да, вот. Такая у них концепция, вынесенной раковины. Здесь санузел тоже вполне нормальный. И здесь такая спальня. Ну и опять же, у окна вот этот диванчик, он как дополнение прям. Знаете как? Мне вот эта концепция очень сильно нравится. Не могу сказать, что мне нравится вот эта вот раковина, но у них так практически везде сделано. Также здесь есть шкаф. Ну, вот такая однокомнатная квартира, можно так ее назвать. Друзья, мне шоурумы понравились. Как бы очень много выбора. Вот все, что можно выбрать, это очень интересно. Опять же, с точки зрения инвестиционной привлекательности, вот этот интересный вариант. Сдавать в аренду. Здесь вот я вам сейчас дальше покажу, какая есть большая инфраструктура, что здесь вообще представлено у них в этой Factory Village, это дальше называется. Сам комплекс Factory Urban Village, а это называется Factory Village. Так, это, друзья, мы ходим по территории здесь, да, здесь такая достаточно большая территория, большая инфраструктура самой вот этой деревни. Здесь вот ресторанчики всякие есть, открытые пространства для бизнеса, магазины, всякие. Вот здесь классная игровая площадка. Вот здесь, кстати, галерея. Вот эта вся инфраструктура, она прилегает к этим зданиям. Здесь вот всякие разные магазины есть. Ну, скажем так, здесь вообще присутствует в большей степени это мелкий бизнес. Это все-таки было сделано под мелкий бизнес. Вот эта вся огромная территория. Вы ее видели на макете, я вам об этом рассказывал. Очень удобно, если у тебя здесь магазин. Ты, допустим, вот магазин тут есть, да. Ты можешь также, вот мы сейчас раз идем туда в сторону зданий. До работы идти 2 минуты. Магазин, офис и все остальное. Вот, интересно здесь. Да, здесь очень такие интересные пространства. Скейт-парк. Вот можно прийти на скейте, покататься. Но в основном люди катаются все-таки ближе к вечеру. Сейчас уже вот практически время к обеду. И к обеду уже жарко. Ну, территория достаточно большая, прям интересная. Не могу сказать, что сейчас здесь тут много людей, но я думаю, что когда все-таки здание будет закончено, здесь будет более многолюдно. Мы, кстати, подошли. Это уже готовое здание, которое они уже сдали. 23 этажа. И оно будет входить в комплекс в этот, но вот его на макете не было. Это я так, мы просто туда сейчас дошли, мы сейчас просто идем на стройку. Да, здесь внутри всякие кофейни, кондитерские, там вон магазины. Это уже сдано. Это уже сдано. Ну вот я сейчас спросил у продавца, наша девушка, которая нам помогает, сколько стоила квартира 2 года назад. Она говорит, стоила там около 60 тысяч. Сейчас, говорит, они уже стоят 80. Но это вам так для понимания, чтобы вы понимали просто, какая есть инвестиционная перспектива. Так, друзья, мы поднялись на 23 этаж уже готового здания. Его не было на проекте, потому что вот здания, которые строятся, они вон они. То, что продается, то, что где мы были сейчас в шоурумах. Мы просто здесь посмотрим, просто сверху, что здесь. Я же, конечно, еще дом подниму. Значит, вот дорога, это бульвар Худсен.
Вон там прямо, там вот, а он третий, прям рядом. Вот здесь вот за этим зданием, его, наверное, не видно. Здесь, короче, Чипмонг, торговый центр. Но вообще вот эта транспортная артерия, она вообще самая-самая кайфовая, я так могу сказать. У меня дом, кстати, вот там, за Ионом 3. Но мне отсюда, от моего дома до сюда ехать минут 10 максимум. А BKK1, он уже все, вот он начинается, прямо вот здесь. Там сейчас строится самая большая развязка, которую они обещают построить где-то за 1,5 года. Потому что начали уже строить еще полгода назад. И вот здесь будет такая вообще отличная, хорошая транспортная доступность. Ну вот, кстати, вот немножко видно торговый центр Чипмонг. Но это вам для понимания, чтобы что здесь есть и где примерно находится это здание. Ну, надо, говорит, разрешение получать на то, чтобы дрон поднимался. Вот, друзья, значит, здания, вот они не стоят здесь в ряд. Я сейчас поеду на дорогу и с дороги подниму. Вот уже до 40-го этажа построили. Мы на 23-м, и там вот еще получается, туда дальше. Они туда все дальше идут, эти здания. Вот такие лобби, входные группы здесь. Но это уже в готовом здании, друзья, чтобы вы понимали. Я спросил, есть ли у вас что-то на продаже. Они говорят, на продаже нет. Но вот у них здесь вот в аренду что сдается. Thank you so much. Вот цены здесь на аренду какие у них. Друзья, вот здесь, кстати, награды. Лучший застройщик, лучший дизайн, лучшее пространство для работы. Ну, короче, все у них тут хорошо. Друзья, если вам интересен этот проект, и не только этот, обязательно к нам обращайтесь. bigcambodia.ru. Я, Евгений, мы вам поможем во всех вопросах, поможем вам подобрать. Мы продаем успешно, клиенты довольны. Ну, мало кто из клиентов соглашается, чтобы можно вас заснять, чтобы вы рассказали. Но вот кто-то соглашается, эта информация есть у нас в телеграм-канале. Подписывайтесь также на телеграм-канал. Всем удачи, пока, скоро будут новые видео. Немножко вам еще хотел рекламы заснять. Вот, значит, у них тут можно будет просто брать велосипед и здесь вот по этой деревне кататься. Там машину припарковал, поставил, поехал. И они говорят, что это у них самое будет высокое здание на бульваре Хунсен. Ну, 60 этажей с лишним. Вам еще, друзья, немножко инфраструктуры вообще вот этой Factory Village, которая примыкает к этому комплексу. Вот здесь такие тут сады. Очень много хорошего места такого для отдыха. Если ты работаешь, если ты занят, потом вышел, отдохнул морально. Вот оно, это здание. Ну, одно из зданий, которое тут видно. Да, чтобы вы понимали, вот для великов, какие здесь дорожки. Но тут большая площадь, такое большое пространство, прям большое пространство. Здесь была раньше фабрика Levi's. И вот они эту фабрику модернизировали, сделали такие интересные пространства. Кстати, такие ресторанчики, мы сейчас сюда зайдем пообедать. Какой-то японский. Ого. Hello. Hello. О, классно здесь. Только нужно... может все-таки лучше так сесть, или ты хочешь как это? Как этот? Ну, хочешь, сядем так. Да давай уж так, ладно. Оба. Давай, так. О, такое прикольное меню здесь. For me this one? Да. Карикатсу. And for me манго-банана смузи. Вот на великах, кстати, ездят. Вот оно здание. Точнее, 4 здания. Да, забыл сказать, что она будет уже готова в 2024 году к лету. Это здесь внутри этого фактори. Всякие рабочие пространства. Ну, здесь классно вообще, смотрите. Вот, кафешечки всякие, вот я про них говорил. Тут даже там вот библиотека где-то есть. Но уже не буду вам ее снимать.